Здравствуйте, дорогие друзья! Бритье, 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 бритье. Из сегодняшнего обзора вы узнаете, может ли 67-летний перец тряхнуть стариной, насколько хороша щетинка кабанчика из Чехии, и все ли это фуфел, что плотно в конвертах, а возможно это даже вовсе и не так. Вы пока идите на крупный план, смотрите там что да как, а я начинаю. Догоняйте. Один из наших главных сегодняшних героев – это жилет 1950 года рождения, 67-летний огурец молодец. Практически в идеальном состоянии. Константину с канала Радар Шарп каким-то образом удалось маленькую партию слямзить с хранения и притаранить к нам. Не знаю, остались ли они у него на канале еще или нет, это уточняйте у него, но продажи они у него были, это точно. Что он из себя представляет? Длина ручки 75 мм, длина головы 42, ширина 25, вес станка 30 грамм, но сейчас мы уточним. Да, 30 грамм. С таким весом понятно, что он, если будет что-то там из нержавейки иметь, то не все. Станок трехсоставной, вот сейчас на 3 части мы его разберем. Ну, ручка не из нержавейки. Вот эта пумбышечка на жилетах фирменная, блин, ребята, как она мне по кайфу нравится, прям вообще молодцы. Насечка, накатка, приятно так на тактильном уровне, и информационно, я думаю, она будет помогать, пальцы не режет, но и не лысая, знаете, такая в меру, чуть-чуть, вот чуть-чуть ниже средней, вот средней ее не назовешь, для этого она слишком мелкая, чуть-чуть ниже среднего. Резьба, ну, тоже из дюралюминия, тут нет никаких металлических вставок, ну, я имею в виду из нержавейки. Нижняя плита, дюралюминий, ребята, но это прям чувствуется. Ну или что-то там авиационный алюминий, или просто алюминий, но что-то легкое, что-то легкое. Я не знаю, тогда силамин-то был, не был. На нижней части мы видим с вами, что это произведено в Англии. Так, дайте-ка я вам покрупнее сделаю, чтобы страна знала своих героев. Произведено в Англии и жилет. Посмотрите, как интересно плита сделана. Под боковые фиксаторы, которые мы увидим сейчас на верхней плите, здесь специальные выточки вот эти вот сделаны. И получается, лезвие у нас будет фиксироваться сразу по нескольким точкам. Во-первых, посередине, а во-вторых, вот этими боковыми штучками. Ну вот это на сталь вроде похоже. Вроде да. Ну, это больше на сталь тянет, нежели на какой-то сплав. И по внешнему виду, и по весу. Тяжеленькая такая. Ну а с верхней стороны у нас, конечно же, есть надпись «Жилет». Правда, поистерлась уже, но что есть, то есть. С другой стороны, до 67 лет у меня тоже кое-что стерлось. Ну, нет, чуть-чуть, не подумайте. Но, тем не менее, это еще нормально, еще хорошо, еще могем косить, белить, дрова рубить, чего просить, все могем. Ну, я думаю, этот сможет. Хотя, по заверениям Константина, он мягкий. Вот это мы сегодня и будем проверять. А проверять будем, ребята, на лезвиях Persona. Почему именно на этих лезвиях? Дело в том, что совсем недавно ко мне обратился Сергей Аладышев, и он попал в не очень приятную историю. Он из Израиля заказал себе персону, и с его слов получается, что практически все, что он заказал, тупое. Ну, прям бриться невозможно. И там мистера бритвы в теме разговор подняли на эту тему, там что, да как, да почему. Короче, там ребята много-много предположений выдвинули. А тут он мне все это написал, попросил совета, а мне и помочь-то ему нечем, потому что, в принципе-то, я каждый раз всем новым бреюсь. Но по счастливому стечению обстоятельств у меня есть оба вида персоны. Одна персона – это обыкновенная, как вы видите, я вот вытащил конвертик, он прозрачный. Ну, по крайней мере, более прозрачный, чем этот. Персона Platinum. А другая – это персона La Blue. Это то, что мне прислал Рома. Я не думаю, что Роман какой-то недотепа в плане бритья, и что он взял бы просто там и какой-то фейк бы взял и пользовался. Но пока это только догадки. Ну, не в смысле, что он недотепа, а что вот это оригинал или нет. Это мы с вами сегодня и будем проверять вот на этих двух лезвиях. Давайте я вам на свет покажу. Вот видите, одно явно просвечивает, да? Вот оно. Ну, прям видно.
а другое более плотное. И это тоже нельзя не заметить. У этого можем даже надписи читать, а через второе мы тут фиг что прочитаем. Вообще никак совершенно. Предложение следующее. Сегодня будем бриться на обоих этих лезвиях. Одна сторона на одном, другая на другом. Цель всего этого выяснить, плотный конверт это фейк или это все-таки какая-то другая партия, другой оригинал или что-то там еще. Потому что парни пришли к единственному выводу, что отличить фейк от оригинала можно только по упаковке. Якобы на фейках она вот такая, а на оригинале она вот такая. Вот это с вами сегодня и попробуем выяснить. Для начала, так чтобы у нас все бодрячком пошло, конечно же поставим натуральную. И тем более, раз у нас жилет мягкий, а персона, она такая нормальная персона, и как раз она в этом станочке-то должна и заиграть всеми красками. Поставим сразу 100% оригинальную. Так, и что у нас тут? Да вроде нормально, да, парни? Так, ну-ка отодвинься. Да, да. Не, ну пока мне нравится то, что я вижу. Да все в порядке, что смотреть. На одну сторону, а на вторую сторону уже поставим из плотного конверта. Ну и там уже будем посмотреть, что к чему как. Благодаря Краснову Денису я сегодня смогу вам показать еще один, второй из 3 спокеров, которые он нам прислал на показать. Благодаря вам я теперь знаю, как тут знать в принципе-то, что я в руках держу. Так, вы говорили, что где-то что-то... А вот, щетина Белена. Да, вот все верно, как говорили, так оно и есть. Написано, щетина Белена, это в переводе с французского, с чешского, скорее всего, означает, что это и есть кабан. Ну, в принципе, он и выглядит так, как кабан. Каюсь грешен, к работе я его не готовил. Тут, конечно, я косяка дал. Но я думаю, что он и так справится. Что же он из себя представляет? Ручка нормального пластика. Рейне Борсте. Рейне Борсте. Французский, что ли? Нихтферштейн. Пластик нормальный, даже на ощупь. Ручка 4-угольного сечения, края все скруглены. И ну, в руке необычно, но довольно-таки уверенно можно держать. Я в принципе думаю, что я с этим справлюсь. Высота ручки 55 мм, высота узла 50, диаметр 18 мм. Такой, знаете, ну не походный, но уже стремящийся к нему вариант кабанчика. По упругости, ну вполне себе упругий. А каким еще кабан может быть? Я с кабана на 5/6 и не видел-то ни разу. Это уже был бы не кабан, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Ну, голову, наверное, какой-то хрень умыл, потому что, смотрите, он сколько с него перхоти насыпалось. Но ничего, мы это вылечим. У нас шампуньки-то нормальные есть. Вот такой красавец. Сегодня с ним и поработаем. А мыло у нас сегодня будет, ребята, благодаря Александру. От того, что Сашка нам дал в свое время погонять, там, по-моему, осталось 4 мыла, и я хотел бы их все до Нового года прогнать, чтобы потом собрать в кучку и отнести любимой, чтобы уже просто знать, что все, я уже все сделал. Что будет дальше, будут ли еще мыла от Александра на обзор и всякие другие хохоряшки или нет, пока не знаю. Вот поговорю с ее любимой, там уже будет все ясно и понятно. А сейчас, ребята, это только предположение. Итак, благодаря Сашке у нас сегодня Barrister and Man, La Vanille. Ребята, тут красивое все. Ну, банка так, ну, обыкновенно, скажем. Ну, просто банка и банка. Ну, ребята, но этикетка уже более меня так интригует. А название La Vanille. Блин, у меня же голос сел. La Vanille. Блин, класс. Мне нравится. Ребята, точно так же, как и запах. Понимаете? Я вот. Видите? Вот не даст соврать. Я не... Вот, а теперь вот это, ты эту показал, меня тоже покажи, смотри, тоже дыбом пошла зараза. Так, харе, ребята, эфир занимать, сам гусиной кожей своей играете. В чем суть вопроса? Этот запах не назовешь каким-то, знаете, сногсшибающим. Он не экстра интенсивный, но, блин, какой же он интересный. Он интригует, он манит, и он, знаете... Вот ты идешь, потом вот просто по сторонам смотришь и ни о чем не думаешь совершенно. А потом хлоп, какая-то вот штучка у тебя начинает в голове, ты слушай, а что это было? И ты останавливаешься, находишь этот предмет в толпе и начинаешь смотреться уже более внимательно. И только потом, спустя какое-то время, ты понимаешь, что да, это стоило того, нужно было остановиться, нужно было посмотреть, заговорить и познакомиться. Так вот, ребята, вот такое вот мыло.
Да, здесь есть ваниль, но не та ваниль, к которой мы все с вами привыкли, а вот знаете, она какая-то не с перчинкой даже, с какой-то терпкостью, вот с какой-то изюминкой своей, и которая к кулинарии вообще никакого отношения не имеет, но она имеет, вот знаете, что-то между природой, между кулинарией и между специями. Вот очень интересный запах, прям очень, прям классный. Я не знаю, я бы, наверное, даже от деколончика такого не отказался. Даже вот что-то древесное, мне кажется, здесь есть. Хотя и по виду можно... Нет, ну по виду не только древесное, тут можно сказать. Но по запаху... Короче, парни, тут все нормально. Ты не думайте то, что вы там подумали. Вот этим сегодня будем бриться. По мягкости, мягким-то его хрен назовешь. Тверденькое такое. Значит, будем замачивать водичкой. Скорее всего, и пришейф из него сделаем. Так, все. Посмотрим. Тут мне нужен ваш совет, парни. У Сани было в коробочке вот это еще, баночка. Что это такие, я вам сказать-то не могу, потому что сам того не знаю. Знаю, что вот она вот с такой вот заглушкой, чуть затычкой не сказал. Вот интересно, видите, да? Где понятно, что нажимать, и где понятно, что отсюда что-то полезет. А вот что полезет, я никак не могу... Казалось бы, возьми, нажми да проверь, да? Но тем не менее, если кто-то из вас знает, я не знаю, может быть это гель для душа, может пена для бритья, может быть масло какое-то, а может вообще это какой-нибудь эпилятор. Хотя у Сашки что бы было? Не, у него для бритья. Что такое для бритья вот это, я не знаю. Потому что здесь ни этикеток, нифига вообще ничего нет. Ну, если кто-то что-то узнал, ребята, будь ласка, отпишите. А то как-то сыкотно пробовать. Может быть, там нанесу и последнее повысыпается, и тогда вообще прости-прощай, никогда бриться не буду. А хотелось бы. Хотя иногда так достает. Ну, вы понимаете, о чем я. Ну, автошейвом у нас сегодня будет выжимка из Мертвого моря, которая у нас есть благодаря Роману. Рома, тебе еще раз огромное спасибо не только за лезвие, но и за автошейв. У нас по обычной истории с ним напряженка, а тут хороший автошейв мимо проходит и говорит, ну что ты фигней занимаешься, вот же я есть. Я говорю, ну ладно, пошли, будешь он, да, буду. Ну, вот сегодня и сообразим. На двоих или на троих. Классная штука, ребята. Классная, мне понравилась. Health and Beauty, Dead Sea Minerals. Тут трудно сказать, какие в нем есть недостатки. Проще сказать, какие есть достоинства. По большому-то счету, я не знаю, мне кажется, вполне себе годный продукт. Да и по деньгам, насколько я знаю, он не такой уж и большой. Вещь. Одним словом, вещь. Вот сегодня опять его и запустим. Ну, я вам скажу, нормально. Смотрите, только-только налил водички. Вот так вот 2 раза провел пальцем. И смотрите, что у нас тут уже есть. Так, сейчас мы эту часть на пришейп пустим. Ох, какое оно. Не пойму, это что, столько ванили сюда нафигачили? Что, оно все коричневое, что ли? Или это тут бронзы намешали? Непонятно. Ну, сейчас будем разбираться. Ну, смотрите, что с водой. Мыло чуть-чуть ощущается, а вода прям, ой, прям, ребята, оно прям коричневое. В какой-то этап я даже подумал, как бы мне самому коричневому-то не стать. Нет, вы не подумайте, против загара я ничего не имею против, но просто коричневым под Новый год ходить, это как-то моветон, фу, даже неприлично. Скажут, ты что, вообще офигел, на Гавайи ездил, что ли? Так, кабанчик замочен. Стряхиваем и давайте посмотрим, что у нас тут получится. Ну, в принципе, никакого криминала пока не вижу. А, кстати, давайте-ка, наверное, чашу-то и вытащим. Она уже нагрелась. Смотрите, бодренько так, да? Покричала я твердая. Ты со мной мама, устанешь, короче. Нифига, смотри. Хорошо так прям. Отклик живой. Вполне себе. Нет, ребята, с этим мылом не устанешь. Это не Вильямс, это точно. Помазок. Ну вот, смотрите, прям до ручки я его могу. Без особых напрягов. Ну, он уже залипает. Поэтому вот. Я думаю, давайте вот это вот соберем.
И пошли уже в чашку. Хватит. В чаше, кроме той пены, там еще какой-то децл воды был. И все. Я думаю, с этих стартовых условий мы сейчас начнем работать. Ну, достаточно быстро оно в нужную кондицию приходит. Не могу избавиться от ощущения, что это шоколадное мороженое. Смотрите, вон усики уже вполне себе реальные, адекватные. И так-то по большому счету что? Все. Вот очень быстро все это. Очень быстро, я даже не ожидал. Все, пошли бриться. Так видно, нормально? Пока сам не понимаю, что происходит. Какого-то, знаете, взрыва, обилия пены я там не увидел. Но то, что увидел, умом понимаю, что в принципе-то побриться этого более чем достаточно. Поэтому больше фигачить и не стал. Давайте посмотрим, чем это закончится. Помадок хороший, ребят. Угу. Я думаю, когда он размахнатится, кончики расфигачат, они вот так вот раздвояется, когда начнет, еще лучше станет. По мылу пока такие двойственные ощущения. С одной стороны все хорошо, а с другой стороны меня вот этот цвет смущает. Что-то или я что-то о нем не знаю, или тут слишком дофига ванили, или я точно после бритья коричневый буду. Ну, пахнет хорошо. Кисточка работает, раскоряку работает, массирует, но не очень так, знаете, навязчиво. Средняя, наверное, средней силы. Пока хорошо. И все это помазок до 300-400 рублей. Нормально. Первое лезвие, напоминаю, мы поставили персону из плотной упаковки. То, что у Сергея было тупое. Вот сейчас посмотрим, что будет. Так, что, давайте как обычно и начнем. Не тупое. Но даже с этим лезвием я бы сюда что-то пободрее поставил. Я бы, допустим, даже и фезер бы сюда воткнул легко. Но это точно не тупое. Ребят, маленько поторопился. Да. Ну что-то там над ним в раковине болтается. Это я тут даже компресс не сделал. Блин. К чему это? К деньгам, наверное, да? Ну, посмотрим. Ребят, ощущения великолепные. И от станка, и от лезвия. Сейчас, знаете, вот общий фон старого друга. Пускай, может быть, даже это и не друг. Но, тем не менее, старый товарищ, с которым ты уже прошел и Крым, и Рым. Тупень. Это же нормальная персона была. Ёпрст. Вообще, блин, пацаны, пора мне отдохнуть. Я, наверное, на эти выходные набухаюсь. Что-то вот вообще крышу снесло. Компресс не нанес. Про плотный пакет рассказываю. А лезвие-то стояло с обычного. То есть это обычная персона стояла. Все, парни. Вы, конечно, извините. Но, во-первых, косяк мой. А во-вторых, на эти выходные точно пойду бухать. Надо маленько стресс снять.
Опачки. Опачки. Надо было на камеру распаковать. У них не только пакеты разные, но и внешний вид тоже. Вы знаете, я, наверное, потом после этого видео отдельно досниму и покажу. Ребята, отличия разительные. Угу. Ну, покажу лучше, сами все увидите. То, что я вижу вот сейчас, мне точно не нравится. Ну, а как это будет в работе, сейчас посмотрим. Мало ли, вдруг там внешний вид не тот, а брит-то бреет. Так, давайте чуть-чуть омолодим. Водички. Вот с этой персоной, которая сейчас первая стояла, станок очень понравился. Что будет с этой, сейчас посмотрим. Да вы, наверное, сами уже все поняли. По сути, разницы-то никакой. Внешне пачка плотная, пачка прозрачная. Когда открываешь прозрачную, обычная нормальная персона. Когда открываешь плотную, там какая-то порнография с краски налеплена. Ну, я вам покажу. Вот сейчас покажу. Пока без соображений. Может быть, у вас есть какие-то соображения на эту тему. Так, возьмем еще маленько пенки. Что-то это, смотрите, не так уж и много этой пенки. Да и в чаше она подседает, смотрите. Что за фигня? Интересно, дело в помазке или в мыле? Хотя с другой стороны, помазок-то тут при чем? Ну-ка давайте еще раз перекинем. Из плотного на прозрачный. И другую сторону уже с этим лезвием с новым. Я делаю это осознанно. Звук запомнил. Сейчас хочу посмотреть, какой звук с этой стороны будет. Значит, что-то не могу я отличия найти. Вот так, вроде бы одинаковые. Но не тупые, это точно. Возможно, есть какие-то нюансы. Возможно, их можно различить там со второго, с третьего, с четвертого раза. Но так с первого раза я их поймать не могу. И по сути, вот с завязанными глазами я бы сказал, что это одно и то же лезвие. Но по внешнему виду действительно они разные.
разные пакеты, разная штамповка краски на самом лезвии. Прибавьте еще непонятку с пеной. Ну, ее усики стоять. Но с другой стороны, что я на нее гоню? Ее и так уж немного было с самого начала. Кажется, что она тоньше выглядит. Кажется, что с самого начала-то первый слой был поплотнее. Хотя, с другой стороны, этот слой плохим-то тоже не назовешь. Парни, станок настолько мягкий, что я сейчас, в принципе, вынужден просто уже от верхней плиты работать. От нижней плиты он не хочет брать вообще, он не замечает. Ну, все, чуть-чуть на подбривку осталось. Но, с другой стороны, не могло не остаться, все-таки станок-то мягкий. Все, чаша пустая, как и помазок. Че за херня? Баристер М достаточно серьезная и известная фирма, чтобы допускать такую лажу. Есть определенные опасения, что это я что-то не то сделал. Возможно, не тот помазок. Возможно, не надо было в чашу идти. Возможно, надо было сразу на лицо. Вы что думаете об этом? Напишите. Все, компресс, теперь уже не забуду, компресс и автошейв. Поначалу я, опачки, остатки мыла, посмотрите. Вот то, что было на лице, я просто компресс сделал, и полотенце стало коричневым, приятно. Не ожидал. Оп. Оп. Видно, да? Вон они пятна. Фигня какая-то. Не, ну так-то красителя бы, конечно, поменьше было бы здорово. И даже если вдруг окажется, что это натуральный краситель, утешение это слабое, мне какая разница, в чем его делался, в натуральном или
В синтетике не, ну в натуральном-то получше, конечно. Хотя хз, еще его отстирывать. Любимая увидит, скажет, знаешь что, милый, дай-ка мне это мыло куда-нибудь на помойку. Вот. Ну шучу, шучу. Так, ну и автошейв с Черного моря от Health and Beauty. У нас все влажное, поэтому много брать не буду. Я думаю, вот столько будет вполне себе достаточно. Каждый раз, когда вот его нюхаю или наношу, о, пощипывание такое пошло. Как будто частички Мертвого моря там носятся, своими делами занимаются. Итак, мыло для ванила. Бариста Redman. Я уж не знаю, что ребята там нахимичили, но есть вещи, которые мне не понравились. Если количество пены и якобы то, что она садится, это еще как-то, знаете, можно списать на мои кривые руки, на помазок, на то, что в чашу пошел, а на лицо не пошел. Да, все это могло сыграть, могло. Не факт, что это так есть, но это могло. То количество вот этого вот коричневого, которое сюда напихали, честно сказать, я не знаю, может так и должно быть. Может быть, они так и задумывали это мыло. Просто мне это не нравится. Мне не нравится, что вода моя в раковине становится сразу коричневой. Мне не нравится, что кроме воды и полотенце приобретает коричневый оттенок. Это хорошо еще здесь нигде не ляпнуло. Если бы еще и рубашка была коричневая, любимая бы мне точно палками по голове бы настучала, сказала: солнышко, ну ты что? А как это отстирывать? Все, выкидывай. Поэтому вот это мне не нравится. Что же касается до бритья, нормальная пена. Нормальное постскольжение, нормальное перед скольжение. До конца нам хватило. Не было какого-то обилия взрывообразного. Но консистенция вполне себе порядочная и вполне себе. Ну, ребята, вот если не взирать на имена, там, о, Бариста Redman, там, ты чё, век воли не видать. Не. Вот я бы его брать не стал. И даже не интересно, сколько стоит. Даже если бы его за $5 продавали. Запах нравится очень. Ребята, ну вот, я ж мыло, не краситель покупаю. Если мне нужен краситель, я знаю, куда идти. Это другой магазин. А здесь как бы вот. Возможно, со временем что-то не то. Может быть, оно свое вылежало. Я вот дату изготовления не смотрел. Может быть, еще что-то. Но вот это вот основная причина, почему оно мне не понравилось. А так, по всем остальным качествам, вполне себе. Общая оценка 5 и минус балл за то, что красится 4. Ну, 4 так, из уважения. Потому что все остальное это нормально, все хорошее. Ну, на трояк, ребята, оно в любом случае не тянет, потому что мыло-то хорошее. Только что красится, но и с пеной еще разобраться. Помазок. Знаете, грех их сравнивать. Все-таки Симош 1305 и Спокер, ну, это разного поля ягоды. Симош это уже следующая ступенька, он более навороченный и более продвинутый. Ну и стоит, конечно, подороже, что говорить. Но все-таки у меня мнение сложилось такое, что если бы я вдруг заморочился по поводу кабаньего помазка, я бы все-таки поднакопил и взял бы Симош, нежели этот. Этот помазок, с моей точки зрения, можно брать только в том случае, если у вас хотелка настолько велика, и он нужен вам прямо сейчас, и вы пошли и взяли. Да, да, ну 300 рублей отдали, почему нет? Вполне себе. А чтобы специально бегать его искать и взять, ну нет, ребята, мне кажется, все-таки нет. В качестве дорожного помазка, да, почему нет? Так вот мимо проходите, о, Спокер, смотри, 300 рублей, ну-ка дай-ка, на карман бросил и все, так, вот так если. А так что, а вы не знаете, где Спокер? Блин, где же мне его брать? Нет, не тот случай. Это обыкновенный, бюджетный, нормальный, хороший помазок. Звезд неба не хватает, он вполне будет вас брить, и все будет нормально. Но знаете, какого-то особого такого бум, нет. Такого не ждите. Почему я его сравнил именно с 13.05? Да, сравнивать нельзя. Здесь и узел, диаметр побольше, и сам узел побольше, и внешний вид другой. Но тем не менее это два кабана. По сути, один Симош по стоимости это 2 Спокера примерно. Ну может быть 3 Спокера. То есть, ну сколько он стоит там? Ну 10-12 евро. Ну вот, 10-12 евро. Ну грубо говоря,
900 рублей, а этот 300. Ну, но здесь уже качественно другой материал. Здесь ручка паровозная сцепка, которая у вас никогда не выпадет из рук, и которая будет служить и служить. Прошло 3 года, возможно даже больше. Все, чего я сумел от него добиться, это вот эта вот ссадинка на его заднице, и то не пойму как, кто-то отгрыз. Надо у жены спросить, кто его грыз. А так-то во всем остальном ни тяти, ни мати, вообще ничего не просит, фигачит и фигачит. Это не помазок, это зверюга. Он вам и промассирует, и все на свете сделает, в раскоряку, по-всякому. Его до узла додавить, ребята, нужно напрячься. Это не вот эта добрая душа, которая, ну иди ко мне. Это не в обиду ему. То есть он такой, какой он есть. Но большего от него ждать не надо. Если у вас есть БелАЗ, ну так он везет 50-100 тонн. А если у вас есть ЗИЛОК или КАМАЗ, ты же не будешь сидеть и чесать репу. Блин, что-то вот 6 тонн маловато, дай-ка на тебя сороковничек. Так ты и все. Нет, это другое. Помазок хороший. Для начального, для тех, кто только приходит бритье, вполне сгодится. Мимо проходите, у вас нет помазка запасного или нет помазка в дорогу, вполне сгодится. Если вдруг вы его хотите сделать основным помазком, ребята, берите. Если у вас других нет, берите, и очень скоро вы просто перейдете на другой помазок. А для начала вполне себе годная, вполне себе достойная штука. За лезвие. За лезвие я не имею что сказать. По внешности это 2 разных лезвия, по бритью примерно тоже одинаковые. Но одни у меня были, другие мне прислал Рома из Израиля. Так и подозреваю, что это с той же самой страны, что вот и ребята писали. Ну, Серег, я не знаю, фиг его знает. Здесь вот тупизной не пахнет, реально работает. А что там было у твоего продавца, вот надеюсь, что ты как-то с него все-таки вытянешь. Жалко, что в разных странах так бы можно было бы как позвонить, я не знаю, поговорить. Ну а так как? Ну вот видишь, у меня получилось, что прозрачная пачка и матовая пачка, а лезвия бреют нормально. Хотя по внешнему виду разные. Я вот фотографию еще раз показываю. Поэтому в моем случае они годные. А что касается станка, ребята, Костя не обманул, станок мягкий. Сегодня, когда мы побрились на нем с персоной, вот в моем понимании, он недалеко от вейши-то оторвался. Он, скорее всего, застрял где-то между вейшей и HD34. Вот в этих вот пределах. Посередочке где-то вот так вот взял и пристроился. Мягкий ли станок? Конечно, мягкий. Кому он вообще нужен? Ребята, тем людям, у кого деликатная кожа, у кого мягкая шерсть, щетина, и новичкам. Все новички, не знаю, с чем это связано, хотя сам был новичком, но сейчас я вот не могу так ответить, с чем это было связано. Бегают и ищут мягкие станки. Я бегал, искал. Понимаешь, что дурак? Понимаешь, что не надо было этого делать. Надо было просто брать первый, какой попался, а потом это был бы рэпер, фишка. Это зона входа меня, как человека, как личности, в тему. И уже от этого рэпера, от этой фишки плясать дальше. Неважно, какая это фишка. Взял бы ты 41-ю или вейши, или еще что-то, хоть что-то взял, с чего-то начал. Вот от этого уже можно плясать. Пока у тебя ничего нет, тебе плясать не от чего. И ты ходишь как дурень с торбой, носишься, блин, а вот 34-й или вейши, а может быть флан 37-й, а вот 89-й все хвалят. И это не прекратится никогда до тех пор, пока вы что-то не возьмете. Так вот, если вы будете, как и я в свое время, несколько лет назад, носиться, что же мне взять, где какой мягкий станок, ребят, вместо того, чтобы вейши брать, я бы лучше вот это взял. Это годная вещь и на века. Засранцу 67 лет, а он все еще молодец, огурец, и причем мягкий. Если вы ищете мягкий, вы по адресу. Все, что вам нужно будет, это нужно будет подсобрать агрессивных лезвий, острых лезвий, типа физер, персона, голубой жилет, я не знаю, там, Астра та же самая, вот что-то такое. И все. И будете с ним дружить, и будет вам счастье. По качеству тут хрен придерешься. Видать, та консервация, с которой Костя сумел забрать эти станки, была не так, а на честном слове, потому что станок-то в идеальном состоянии на самом деле. Вот так вот сходу сказать, что ему 70 лет почти, не скажете. Нормальный станок.
Наши советские, которые я сейчас вот вижу, гораздо более худшем качестве, состоянии, нежели этот. Обалденный, шикарный станок. Есть ли они еще у Константина или нет на сайте, не знаю, спрашивайте. Но то, что это мягкий станок на самом деле и хорошо работает, да, все так и есть. Ну а за автошейв что говорить? Рома какашку не пришлет, Рома пришел хорошую штуку. Нормальная, обалденная вещь. Вот мы не так уж долго с вами говорим, на лице ее уже практически нет. Легкий морок такой остался, чуть-чуть. Не тот, который будет вас мазать или марать, нет. Просто чуть-чуть какой-то децл. Знаете, какая-то легкая такая вот. Даже вот на грани, вот половина физически, половина умственно. Вот так вот как-то вот осталось. Поэтому можно сказать, что высох совсем. Ну и запах. Запах, конечно, отличный, обалденный. Вот, пожалуй, что и все. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Да и пускай у вас все будет хорошо. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Пока-пока.